Всем здорово, с вами Смит, и сегодня я вам расскажу об игре The Cycle. В этом выпуске вы увидите, кто такой Королёв на самом деле, что случилось с планетой, будет ли очередь на крафт, машины и поезда, а дальше смотрите в ролике. И начнем мы с места, в котором все происходит. Система называется Фортуна 3 в честь богини удачи. Ее обнаружил доктор Джулиана Ирвин в 2298 году. Она выложила свои исследования, но их быстро выкупила одна инвестиционная группа. Они собрали конгломерат частных компаний, чтобы заработать на этой планете. Уже через год они выдвинулись к ней со всеми нужными ресурсами для колонизации планеты и постоянной орбитальной станции. Никто не знал, куда они вылетели, но знали, что это стоит колоссальных затрат. Конгломерат знал, что если их ожидания окупятся, то это приведет к новой планетарной нации под их контролем. Через 10 лет они прибыли на эту планету, и их ожидания подтвердились. Целых 2 года они осваивали планету, ставили свои поселения, зарисовывали карту, и после чего объявили Федерации об открытии, чтобы узаконить свои претензии. Мегакорпорации захотели купить участки земли на планете. Спустя 7 лет, когда уже все были на пути к ней, началась буря. Гибли люди, это было ужасно. Все выжившие были эвакуированы на орбитальную станцию. И вот уже почти 2 десятилетия буря не утихает. Все постройки заросли, что-то полностью разрушилось, но люди все еще летят на эту планету в глубине космоса, чтобы почти беззаконно жить в роли авантюриста. И на этой станции образовалось пару небольших компаний. Каких? Слушайте дальше. Первый идет Азирис. Это дочерняя компания Blue Star Ltd. Она была основана для того, чтобы проводить исследования на Фортуне 3 без ущерба для материнской компании. Во главу поставили Эммануэля Салаванна, который не только ученый, но и провидец. Наверное, именно поэтому он сидит в этой странной штуке. Сначала они неохотно изучали старые монументы, но когда на Фортуне произошел первый шторм, то они активно стали изучать враждебную среду планеты. Изначально компания выслала ученых на планету для исследований, но они были не подготовлены и случился инцидент, после которого Азирис стал нанимать старателей, а ученые были ограничены станцией. Поскольку Азирис имеет в своем распоряжении обширный банк патентов, его продукты являются передовыми. Допустим, Базилиск является результатом ответвления проекта во время ранней разработки лансера. Аспидом и Мантикорой активно пользуются военные, а Зевс это вообще пушка для кораблей, но недавно ее сделали портативной. После всей этой научной ерунды переходим к суровому Королеву. Королев Heavy Industrial – это ярчайший пример мегакорпорации 24 века. Пример из жизни – Google. И Королёв, и Google хотят строить свои полностью автономные города с больницами и школами. Но в отличие от Гугла, Королёв не вкладывался в пиар, именно поэтому о нем слышали только из экономических новостей или надписи на корабле. Королёв прилетел на Фортуну со второй волной колонистов, и к этому моменту на ней уже появилась местная власть – ACA. Оперируя своими интересами, Королёв стал расстраивать станцию, но под надзором ACA, и ждать, пока бурю на планете приручат, чтобы еще сильнее обогатиться. Но Королёв – это название фирмы, а представляет ее на станции Вадим Танаев, двоюродный брат бывшего директора мегакорпорации. Так как Королёв нужен всем на станции, он этим злоупотребляет и ведет распутный образ жизни. Держит всю станцию под своим контролем, выступает в роли эдакой мафии. По его акценту сразу понятно какой, так как это не только строительная компания, у нее есть еще и оружие, допустим фирменный автомат Кор-47, отсылка на всеми любимый АК-47. А теперь последняя фракция в списке, но не последняя на станции. Она регулирует права в ней, и это ACA. ACA эдакий зародыш AFA, так как ACA это псевдополитическая организация. Она существует при поддержке и признании Федерации. Грубо говоря, это правительство в тех областях, где нет официального или эффективного правительства. Все думали, что будут жить на Фортуне 3, но Ураган так не думал.
Люди обратно перебрались на станцию, и после этого образовалось временное правительство. После чего пришла вторая половина колонистов вместе с Королевым, и станция начала разрастаться. ACA следит за тем, чтобы на станции соблюдались законы, отчитывается перед Федерацией и следит за правопорядком. У них есть некоторые проблемы с Королевым, но Королев прогибается, так как деньги ему важнее. У ACA фирменный цвет оружия синий. Оно делается из доступных материалов, которые есть на станции. Одно из них адвокат. Название говорит само за себя. Соблюдай правила, или он заставит тебя их соблюдать. Также есть бар Бадума и оружейная лавка. Ей заправляет компания Badum Freight. Как говорится в заставке игры, это его станция. Но если знать то, что я говорил выше, уже так не кажется. Но не стоит недооценивать старичка Джеральда Бадума. Да, именно так его зовут. Джеральд. Он был единственным, кто был готов рискнуть и исследовать опасные части Фортуны 3, а затем рассказать другим о добытых им богатствах. Если вам была интересна история игры, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. Мне будет очень приятно. А теперь переходим к истории создания игры. 9 августа 2018 года. Первая альфа. Добавили 3 фракции и 6 контрактов. Выбрать можно было только один контракт и только перед высадкой. То есть качаешь только одного лидера за одну игру. Оружие было изначально 14 штук, 7 способностей. Да, раньше игра была не как Tarkov, а как PUBG. Только со способностями и нужно было добывать руду. Кстати, пару остатков руды из прошлой версии игры можно увидеть и сейчас. Она находится позади ACA в капсулах. 12 октября 2018 год. Третья альфа. Добавили Брут, Карму и Лассератор. 13 декабря 2018 года. Альфа 5. Добавили Василиск. Открыли ЗБТ во втором квартале 2019 года для русских игроков и ОБТ в третьем квартале 2019 года. 7 февраля 2019 года. Обещали сделать очередь на крафт, но так и не сделали. 28 февраля 2019 года. Добавили Мантикору, синий дробовик, который находится у Королева, и пулемет у ACA. 17 октября 2019 год. Отключили чат. Да-да, он был, но оставили voice. Кстати, в игре были поезда, и они ездили по карте, прям как в Apex. Но сейчас от поездов только рельсы остались. Также были разные виды транспорта, которых сейчас нет, но его можно найти на станции в углу около входа в каюту. Добавили рейтинговый режим, но в актуальной версии игры это не работает, так как раньше нужно было добывать ресурсы и копить очки, чтобы быть на первом месте. Сейчас совсем другая система. 23 апреля 2019 год. Добавили серую штурмовую винтовку. После этого разработчики ничего не добавляли и не удаляли, и игра ушла в застой. Были только балансировки оружия, добавление скинов. Скины они делали в больших количествах. Сейчас их, кстати, начал замечать. Так что, донатеры, вы тут не соскучитесь. Примерно в 2021 началась разработка Фронтира, и о ее разработке, патчи и так далее я не нашел. И в июне 2022 года игра вышла в релиз. Дальше вы все знаете. Колоссальная работа была проделана над этим роликом. Надеюсь, вы не забудете оценить это видео и подписаться на канал. А то 95% людей смотрят без подписки. Кстати, как насчет стрима? Ответ жду в комментариях. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.